Смарт-часы с повышенной защитой, они имеют стандарт водонепроницаемости 5 атмосфер и IP69K, также стандарт защиты MIL STD 810H, поддержку более 70 видов тренировок, автоматическое измерение пульса и SPO2 кислорода, мониторинг сна и женского здоровья, яркий AMOLED-экран с технологией Always On Display, также они имеют функцию Bluetooth-звонков, обширный функционал, время автономной работы до 15 суток и до 50 суток в режиме энергосбережения. Поддержку фирменного приложения — это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Kaspect Tank S1. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в красочной упаковке, коробка на магните, на ней есть краткие характеристики, изображение и название. Все упаковано хорошо. В комплекте же мы имеем быстросъемный силиконовый ремешок, сами смарт-часы, зарядное устройство с двумя пинами и несъемным кредлом, и краткое руководство. Вес смарт-часов вместе с ремешком 48 граммов. Габариты составляют 45 на 47 на 13 миллиметров. Ремешок на 21 миллиметр, так что докупить и поменять на другой ремешок можно. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. К слову, сейчас еще разыгрывается Honor Magic 5 Ultimate, условия в ролике по ссылке в описании. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, тем более на Али сейчас идет сейл, и там ноутбуки, допустим, довольно дешево продают. Телеграм-канал взаимопомощи, где мы делимся мнениями, и мой личный телеграм-канал. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смарт-часам. В продаже есть черная, белая, розовая и мятная расцветка корпуса. Дизайн устройства с уклоном в спорт. Данная модель не особо крупная и подойдет как на мужскую, так и на женскую руку. Но данную модель позиционируют как женские смарт-часы. Корпус выполнен из нержавеющей стали 316L, ABS пластика и поликарбоната. Сборка хорошая, материалы качественные. Ремешок с охватом запястья от 140 до 220 мм, длина смарт-часов вместе с ремешком 260 мм. Запястье под ремешком лично у меня не потело и ремешок не натирал. При носке смарт-часы практически не ощущаются и спать с ними в целом можно, хотя и не особо первое время комфортно. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик, а также датчик мониторинга здоровья. Танк S1 оснащены датчиком VP60 и умеют измерять пульс в автоматическом и ручном режиме, измерять SPO2 в ручном режиме или в автомате с периодичностью от 10 минут до 6 часов. Бесполезное измерение артериального давления происходит вручную, потому что манжеты там нет, а все остальное это курам насмех. Это не медприбор. И с точки зрения физики он вообще давление измерять у вас и не может. Мониторинг сна также на борту, показал он себя неплохо. Пульсы SPO2 у воздуха часы не измеряют, что хорошо, и на руке показатели в целом корректные. Но лично у меня во время тренировок часто результаты измерения были неточны. Графики на смарт-часах отображаются достаточно информативно. Из полезного также есть дыхательные тренировки, напоминания об активности и автоопределение тренировок. Последнее, что мы имеем на корпусе, это 3 механические кнопки. Верхняя кнопка на правом торце отвечает за включение-выключение, нижняя кнопка предназначена для возврата, а нажав на кнопку, которую расположили на левом торце, можно перейти к тренировкам, и зажатием можно совершать экстренный вызов, который настраивается в приложении. Переназначить команды нельзя. Летим дальше. С фронтальной части находится у нас AMOLED-дисплей на 1,3 дюйма с разрешением 360 на 360 пикселей. Экран слегка утоплен, покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 3 серии, безель металлический, рамки минимальные, за что плюс. Интерфейс доступен на русском языке, но шрифт вообще не радует. Передвигаться по интерфейсу часов не совсем удобно, скроллинг не плавный, сам интерфейс работает довольно хорошо, без лагов и сильных подвисаний. Хотите увидеть хороший интерфейс? Купите себе Mi Band 8. Автояркости нет, яркость регулируется ползунком. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, спящий режим максимум 60 секунд, круто, что есть Always On Display с 3 стилями отображения, и для меню также есть 3 стиля. Таких функций, как постоянно включенный экран, накрытие ладонью для отключения экрана или нажатие для его разблокировки, нет. Экран включается только с помощью кнопки или с функцией поднятия запястья, которая работает не лучшим образом. В стоке на самих часах есть несколько предустановленных циферблатов, есть кликабельные циферблаты, а в магазине с циферблатами их не особо много, но выбрать есть из чего. Плюс любое фото поставить на заставку можно. Далее по свайпам с главного экрана сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой можно отрегулировать яркость, включить режим не беспокоить, включить блокировку смарт-часов и так далее. Снизу вверх уведомления, слева направо переход в меню, а справа налево виджеты. Настроить порядок виджетов можно, а вот сортировать приложения в меню нет. В меню есть активность, телефон со списком вызовов, контактами, которые можно синхронизировать с контактами на смартфоне, а также набором номера, измерения пульса, кислорода в крови, женское здоровье, тренировки, артериальное давление, частота дыхания, дыхательные тренировки, сон, погода с прогнозом,
прогнозом на неделю, музыкальный плеер для регулировки громкости и включения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загружать музыку на смарт-часы, к сожалению, нельзя. Далее есть меню уведомления, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смарте, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, экстренный вызов, секундомер и таймер, которые работают в фоновом режиме, калькулятор, поиск телефона, Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки, но только через официальное приложение. В настройках, помимо уже перечисленного выше, можно настроить дату, время, режим не беспокоить, режим энергосбережения, автоматическое измерение активности, звук и силу вибрации. Вибромотор неплохой. Летим дальше. Установлен здесь процессор RTL 8763EV. Bluetooth версии 5.1. Жалко, что не 5.3. Подключить Bluetooth устройство нельзя к этим часам. Тренировок на борту более 70 видов. Отслеживание плавания на борту. Шагомер STK 8325 отрабатывает хорошо. Погрешность минимальная. Но вот GPS-навигации нет, это фейл. Во время тренировки можно использовать музыкальный плеер. В фоновом режиме тренировки не работают. Далее, при входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы, включить беззвучный режим или отвечать на них. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свои. Микрофон отрабатывает не совсем мрачно, звучание динамика предназначено по большей части для коротких разговоров. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики нет, как и фото в уведомлениях. Летим дальше. Емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 15 минут в среднем. По моим тестам, без включенного Always On дисплея, данная модель может прожить 8 суток точно. Время автономной работы хорошее. Caspect Tank S1 имеют стандарт защиты 5 атмосфер, IP69K и MIL STD 810H. Плавать с ними можно. По рекламе можно понять, что их тестировали в разных условиях. У меня за время моего использования вода на них никак не повлияла. Для примера, я, разумеется, окунал их в воду, по итогу с ними все в порядке. Все равно в сауну какую-нибудь или баню не советую с ними ходить. Почему? Потому что вполне возможно они окирпичатся. Приложение Caspect Fit. В приложении есть вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, вкладка с включенными устройствами и профиль. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами. Далее есть настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, поиск устройства, добавление контактов и редактирование быстрых ответов. Также есть стандартные настройки устройства, обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Но изменений в работе устройства я не обнаружил. Минусы: мало циферблатов, перевод не совсем корректный, хотелось шрифт получше, нет GPS, нет компаса, нет автояркости, нет различных вспомогательных функций, к примеру, разблокировка тапом, сырое приложение и ненужное измерение артериального давления, которое может кому-то нанести вред. Не отображаются смайлики. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Всем, кто оставит любой комментарий, поставит лайк и тем более нажмет на колокольчик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Не одними, а брендами. Жив рынок электроники. Резюмирую, умные часы Caspect Tank S1 в целом очень удобные смарт-часы, которые выполнены из качественных, легких и прочных материалов. Но, как по мне, на данный момент цена на них завышена, во время сейлов более-менее нормальная. В остальном S1 интересные смарт-часы, которые работают корректно и имеют приятный дизайн. Есть куда стремиться, есть что доделывать, но, скажем так, реально, штука эта в каком-то смысле уникальная, не так много у нас подобных устройств. От меня девайсу максимально скромное «да». Еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.